Совсем скоро Новый год. И хоть снега еще нет, но нужно уже идти за елкой. А пока сделаем для нее основание. Для этого из вот такой полдюймовой трубы нам сделали круг. Но нам нужен не полный круг, а где-то 3/4. Для этого маркером отмечаем 2 точки, зажимаем в тиски и болгаркой отрезаем в 2 местах. На одном конце трубы нам потребуется резьба. Для этого используем плашку для нарезания резьбы. Немного круговых движений для более четкой резьбы. И убираем. А вот для основания всей конструкции мы выбрали тормозной диск. Но чтобы соединить диск с трубой, нужно вырезать полоску шириной, равной диаметру трубы. И еще немного в этом месте. Также, как дополнительные, но очень важные детали для нашей конструкции, из трубных соединителей собираем Т-образные элементы. Теперь включаем сварочный аппарат и привариваем сначала трубу к диску, а затем наши Т-образные элементы к трубе. Немного зачищаем сварочные швы. Возвращаем на стол, и теперь нужно покрыть грунтовкой. Пока грунтовка сохнет, займемся автомобильными запчастями, которые будут использованы как декоративные элементы. А пока их нужно очистить сначала от масла, а потом обезжирить. И точно так же покрыть грунтовкой. И покрасить в черный матовый цвет, как и трубу с диском. Когда все подсохло и приобрело более презентабельный вид, займемся деревянной частью нашей будущей елки. Берем небольшой брус и маркером отмечаем дугу, куда должна зайти труба. Одна готова, но нужна идентичная. Соединяем 2 части. И теперь нужно как бы закруглить края. Обжигаем горелкой. И щеткой чистим от угля.
Осталось только покрыть лаком. И примерить на конструкции. По-моему, выглядит очень круто. А теперь прикручиваем остальные запчасти к основанию. И вот что у нас получилось. Перед заключительным этапом сборки сделаем проводку для лампочек. Протянем провод и закрепим патроны. Теперь настало время еловых веток. Не переживайте, мы не вырубили настоящую ель, тем более это запрещено законом. Но купили искусственную и с нее нарезали веток, которые выставляем на деревянную подставку и по кругу на трубу, а точнее в Т-образные элементы. Я думаю, у многих был или же до сих пор есть очень старый чемодан с игрушками и другими украшениями на елку. И будучи детьми, искренне ждали момент, когда настанет время и можно будет открыть тайный чемодан, чтобы придать дому новогоднюю атмосферу. Вот такая у нас получилась новогодняя елка. Очень необычная, но не менее эффектная. Определенно она будет стоять у нас дома в новогоднюю ночь, сиять и дарить радость всей нашей семье. Жмите на плейлисты, здесь еще много видео с работой по дереву или же реставрация. На этом желаем праздничного настроения и встретимся через неделю.